Ключ с тайным посланием. В некоторых делах, которые теперь уже несомненно связывают с красным треугольником, поначалу не было ни одной заметной черты, способной выдать эту связь. Все выглядело как отдельное происшествие, странное, темное, но будто бы самостоятельное. Иногда эта связь становилась ясна лишь потом, когда вся история красного треугольника была распутана до конца, и к таким случаям сейчас возвращаться не стоит. Но были и другие дела, где след этой организации открывался прямо во время расследования. Именно к таким делам относилось следующее происшествие, первое из тех, что можно было связать с красным треугольником после загадочной смерти мистера Джейкоба Мейсона и бегства Эверарда Майета. Это дело было примечательно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в одной своей детали оно напоминало историю с бриллиантами Самуэля, ту самую, которая впервые вывела Мартина Хьюита на след красного треугольника. Во-вторых, именно здесь Хьюит столкнулся с шифром, который позднее назвал самым хитроумным и самым упрямым из всех, какие ему приходилось видеть за долгие годы необычной практики. А в-третьих, именно я, сам того не подозревая, оказался человеком, который передал этот шифр в руки Хьюита, и случилось это благодаря одной из тех странных случайностей, которые в настоящей жизни повторяются куда чаще, чем принято думать. Если бы такую случайность придумал автор рассказа, читатель, пожалуй, сказал бы, что это слишком удобно, слишком невероятно и слишком похоже на выдумку. Но жизнь нередко позволяет себе именно такие повороты. Вы слишком мало доверяете случайностям, Брэд. Они только кажутся беспорядочными, а на деле иной раз входят в расследование тише любого свидетеля и оказываются важнее самой стройной логики. Так Хьюит говорил мне не раз. И с годами я все чаще убеждался, что в его словах было больше правды, чем мне сначала хотелось признать. Я помню историю одного полицейского, который долго искал преступника по ордеру на арест, ходил по адресам, расспрашивал людей, проверял жалкие следы, и в конце концов узнал, что тот все это время жил в соседнем доме. Была и другая история, о сыщике которого отправили искать человека почти без примет, с такими скудными сведениями, что успех казался невозможным, но едва инспектор вышел из конторы, он буквально споткнулся о разыскиваемого. Тот человек наклонился в дверях завязать шнурок, и судьба словно положила его прямо под ноги сыщику, будто решила посмеяться над всеми нашими представлениями о вероятности. Но Хьюит сказал бы, что такие случаи кажутся необыкновенными только потому, что вокруг них складываются необыкновенные обстоятельства, а сама случайность может быть самой простой и самой будничной вещью. Что может быть обыкновеннее, чем встретить знакомого на Лондонской улице? Одного человека из тех немногих, кого ты действительно знаешь, среди миллионов лиц, экипажей, вывесок, дверей и спешащих прохожих. Если посчитать вероятность, она покажется почти невозможной, ведь нужно, чтобы двое из миллионов выбрали одну улицу, 1 час и 1 минуту. Но такие встречи случаются так часто, что никто уже не видит в них чуда. В тот день я ожидал распоряжения от редактора. Мне предстояло подготовить несколько статей о лондонских больницах, а тема эта тогда была на слуху и обсуждалась гораздо шире, чем обычно. Для газетчика нет положения неприятнее, чем внезапно писать серьезную и уверенную статью о предмете, который знаешь только снаружи. Поэтому я решил заранее добыть сведения у человека, которому мог доверять. Я написал своему приятелю Бартону Маккарти, он служил домашним хирургом в больнице Святого Августина, и вскоре получил от него приглашение зайти, осмотреться и спросить все, что мне потребуется. «Приходите, Брэд, я покажу вам больницу и расскажу, что смогу, потому что о таких местах лучше писать после того, как вы услышите их шаги, увидите коридоры и хотя бы немного почувствуете их работу изнутри». Я отправился к нему после завтрака, более позднего, чем следовало бы, и по дороге вниз заглянул в контору Хьюита, чтобы предупредить, что сегодня не смогу обедать с ним в нашем обычном месте. Нет, Брэд, сегодня и я туда едва ли попаду. Меня срочно вызывают в Сити, Кингсли, Беллу и Далтону на Брод-стрит. Там только что обнаружено крупное похищение облигаций. Он говорил спокойно, но в его голосе уже слышалась та собранность, которая появлялась всегда, когда дело обещало быть серьезным, и любая лишняя минута могла что-то изменить. Пока я почти ничего не знаю, кроме того, что сумма очень велика, и меня просят приехать немедленно. Если хотите, я подвезу вас в Кебы, вам все равно по пути к больнице. Мы поспешили вниз вместе, и вскоре Кэп уже нес нас через лондонский шум, мимо лавок, амнибусов, тяжелых фургонов и поток людей, который двигался по улицам с обычной городской беспощадностью. Хьюит не мог сообщить мне ничего сверх того краткого вызова, но даже слов о большой краже облигаций было достаточно, чтобы понять,
его день вряд ли закончится простым объяснением. Он высадил меня в удобном месте, откуда до больницы Святого Августина оставалось пройти совсем немного, и Кэп сразу покатил дальше, увозя Хьюита к делу о пропавших ценных бумагах. Маккарти принял меня радушно, и почти час я мучил его вопросами с таким усердием, что получил не только все необходимое для статьи, но и куда более живое представление о больничной жизни, чем ожидал. Мы шли через длинные коридоры, где пахло лекарствами, чистым бельем и сырым камнем, мимо палат, лестниц, закрытых дверей и окон, за которыми тускло мерцал пасмурный лондонский свет. Снаружи больница казалась просто большим зданием, но внутри она открывалась как отдельный мир, где каждый шаг, каждый звонок и каждый шепот были связаны с чужой болью или чужим спасением. В таком месте, Брэд, начинаешь понимать размер этой огромной лондонской машины. Можно неделю ходить по улицам и не увидеть ни одного серьезного несчастья, а сюда они приходят весь день. Люди попадают к нам из-под колес, с фабрик, с рынков, из доков, из мастерских, из приличных домов и дешевых ночлежек. Город работает без остановки и все время кого-нибудь ломает. Когда мы вошли в приемную для несчастных случаев, его слова сразу получили живое подтверждение. У стола сидел приличный рабочий, ему перевязывали глубокий порез на руке. Неподалеку крепкий землекоп с повязкой вокруг головы тяжело поднимался со скамьи, его поддерживал приятель. И оба они смотрели на врачей с грубой терпеливой покорностью людей, привыкших к тяжелой работе. Сестры и молодые врачи ждали своей очереди. Каждый знал свое место. Каждый был готов сделать нужное движение раньше, чем прозвучит лишнее слово. И вся эта напряженная тишина держалась на привычке к чужой боли. В эту минуту двери снова открылись, и двое сотрудников полиции внесли на носилках человека лет средних, оборванного, грязного и настолько жалкого вида, что его лицо, казалось, давно потеряло всякое спокойное человеческое выражение. «Осторожнее! Сюда, ближе к столу. Он без сознания с самой улицы. Лошадь мясника сбила его в Мургейт-стрит и ударила копытом по голове». «Мы перевязали как смогли, сэр. Крови было много, а он ни разу не пришел в себя, потому и решили сразу везти сюда». Одежда на нем была серая от уличной грязи, рукава и полы висели лохмотьями, а голова была грубо обмотана повязкой, которую полицейские наложили в торопях, прямо на месте происшествия. В нем было что-то не просто нищенское, а почти пугающе безымянное, будто долгие годы улица, дешевый ночлег и дурные привычки стерли с него все, кроме усталого тела. «Положите его сюда, только осторожнее, голову без нужды не трогать. Дайте мне свет и уберите лишних от стола, здесь понадобится внимательный осмотр». Маккарти склонился над пострадавшим, и его лицо сразу изменилось, исчезла разговорная живость, осталась только холодная сосредоточенность врача, который понимает, что перед ним необычная царапина. «Это не пустяк, Брэд, совсем не пустяк. Вам лучше подождать меня в моей комнате, я сам займусь этим человеком и вернусь, как только смогу». Я не стал спорить, вышел из приемной и прошел в небольшую личную комнату Маккарти, где должен был дождаться его к ленчу. Тогда я еще не знал, что этот грязный, безымянный человек с разбитой головой, найденный после уличного происшествия, станет первым звеном в цепи, которая приведет нас к одному из самых странных ключей в практике Мартина Хьюита. И уж, конечно, я не мог знать, что пока я сидел в больничной комнате и прислушивался к далеким шагам за дверью, Хьюит уже входил в контору, где исчезли облигации, а две эти линии вскоре сомкнутся самым неожиданным образом. Когда Маккарти вернулся, в руке у него был маленький смятый конверт, и по его виду я понял, что случай с несчастным оборванцем еще не отпустил его окончательно. «Беднягу уложили, он все еще без сознания, пока остается только наблюдать и ждать, потому что сейчас он не способен сказать нам ни имени, ни адреса, ни хотя бы одного разумного слова». Я невольно посмотрел на конверт в его руке, потом снова на лицо Маккарти, и спросил его, насколько серьезно состояние этого человека. «Легкий перелом затылочной кости, сотрясение мозга, вероятно, еще и ушиб. Это мы окончательно поймем позже. Само по себе опасно, но для крепкого здорового мужчины не обязательно безнадежно. Беда в другом. Брэд, он старый пьяница. Из тех, кто рассыпается от одного удара. Тело таких людей уже не держит беду как следует. Оно сдается слишком быстро. Никто его не знает. В карманах ничего, что помогло бы установить личность. Несколько медиков, старый нож и всякая мелочь. Так что сообщить друзьям мы не можем. Разве что позвать вашего приятеля Мартина Хьюита и попросить его разыскать этих друзей по следам на грязном воротнике. Но, боюсь,
Для такого случая это выйдет слишком дорого». Он сел за письменный стол и устало опустил конверт перед собой. Но в голосе его уже слышалась не только врачебная усталость, а еще и живое любопытство. К тому же, если у него есть друзья, они рано или поздно сами появятся, когда заметят, что он пропал, а это единственная вещь, что была при нем, кроме содержимого карманов. Вероятно, его куда-то послали с поручением, потому что этот конверт он сжимал в руке так крепко, что пальцы пришлось разжимать почти силой. Маккарти поднял смятый конверт, вынул из него маленький ключ и положил его на ладонь, словно показывал не простую железку, а начало какой-то странной загадки. Адреса на конверте не было, поэтому мы разорвали его в надежде найти внутри записку, имя или хотя бы улицу, но там не оказалось ничего, кроме этого ключа. Будь вы особенно талантливым учеником вашего Хьюита, я бы ожидал, что вы взглянете на ключ и сразу назовете адрес этого человека, его возраст, место рождения, день прививки и дом его бабушки по материнской линии. Но вы, к счастью, не такой ученик, поэтому я освобождаю вас от этого блестящего представления и позволю просто посмотреть на вещь без чудес». Он лениво повертел ключ в пальцах. Потом, скорее от нечего делать, чем с настоящим намерением, попробовал вставить его в замок своего письменного стола. «Не идет. Странно. Ствол чем-то забит. Погодите-ка. Это не грязь. Нет. Внутри будто бумага, плотно засунутая прямо в отверстие ключа». Маккарти взял булавку и осторожно принялся вычищать ствол. Бумага поддалась почти сразу. Из ключа вышел крошечный тугой свиток, свернутый так аккуратно, что случайностью это быть не могло. Хирург развернул его на столе, и перед нами легла узкая полоска тонкой, но прочной бумаги, меньше 3 дюймов длиной и едва ли шире половины дюйма. «Вот теперь совсем другое дело. Посмотрите сюда, Брэд. Тут все-таки работа для Мартина Хьюита. Цифры. Одни цифры. И спрятаны они не где-нибудь, а внутри ключа. Что это может значить? Кто-то посылает ключ в пустом конверте, а в самом ключе прячет узкую полоску с непонятными числами. Да это уже похоже на одно из ваших любимых приключений». Я взял ключ и бумагу, и теперь смог рассмотреть их внимательнее. Ключ был хороший, небольшой. На головке виднелась надпись «Патент Триппа», и он явно принадлежал к надежному рычажному замку. Бумага оказалась очень тонкой и крепкой, похожей на ту, что используют в пишущих машинках. Ее свернули с исключительной тщательностью и затолкнули внутрь ключа. Свиток держался там за счет собственной упругости. Бумага стремилась развернуться и потому плотно прижималась к стенкам ствола, так что случайно выпасть она никак не могла. На этой крохотной полоске тонким пером были выведены мельчайшие числа. Первые я разобрал сразу. 9, 8, 14, 4, 20, 18, 5, 9. Затем шли новые группы, разделенные точками запятой. Среди цифр то и дело появлялись нули. И весь этот ряд был похож не на заметку, а на тщательно составленный шифр. «Ну что скажете? По-моему, Брэд, если этот ключ не стоит показать Хьюиту, тогда я уже не знаю, какие вещи вообще достойны внимания сыщика». Я молча смотрел на полоску с числами, на маленький ключ и на смятый конверт. И все сильнее чувствовал, что случайный пострадавший из Мургейт-стрит принес в больницу не просто чужое поручение. В тот момент я еще не мог объяснить почему, но память тут же вернула мне утренний разговор с Хьюитом, его срочный вызов в Сити и крупное похищение облигаций у Кингсли, Белла и Далтона. Совпадение было слишком слабым, чтобы назвать его доказательством, но слишком выразительным, чтобы не насторожиться, особенно когда перед нами лежал ключ от серьезного замка и тайное послание, спрятанное там, где его никто не стал бы искать. «Ну что ж, Брэд, и что вы из этого сделали? Или даже ваш журналистский взгляд пока не способен вытащить смысл из этой странной полоски?» Пока немногое, признаться, но почти несомненно, что перед нами шифр или какая-то тайная запись. А если это действительно так, я, пожалуй, рискнул бы попробовать прочесть ее. Только дайте мне немного времени. Я хорошо помнил дело летучих уланов и тот урок чтения шифров, который Хьюит тогда дал мне, с его обычной ясностью, терпением и безжалостной точностью к любой ошибке. «Вот как? Тогда давайте посмотрим, как вы справитесь, Брэд. А пока мы можем заняться ленчем, потому что даже самые таинственные цифры не должны мешать человеку есть». Я взял карандаш, чистый лист бумаги и принялся изучать эти числа, не отрываясь от них весь ленч и еще долго после него. Сначала задача казалась почти простой, но чем дольше я смотрел на ряд цифр,
тем яснее понимал, что первое впечатление было обманчивым. Передо мной лежала не грубая записка, которую можно раскрыть несколькими обычными приемами, а нечто гораздо более упрямое, хитро устроенное и словно нарочно лишенное всякой удобной зацепки. На первый взгляд, я сказал Маккарти, это похоже на довольно легкий шифр, но на деле, боюсь, все не так просто, как кажется. Естественно предположить, что цифры обозначают буквы, и если принять это как рабочую мысль, сразу замечаешь несколько странных особенностей. Во-первых, самое большое число здесь 23, значит, все обозначенные буквы, в каком бы порядке они ни стояли, все равно остаются в пределах обычного английского алфавита. Во-вторых, если не считать нулей, чаще всего повторяются числа 5 и 20. Каждая встречается по 7 раз. А это уже выглядит слишком заметно, чтобы быть простым совпадением. В обычном английском письме чаще всего встречается гласное «е», и если считать буквы от начала алфавита, то «е» как раз будет пятой буквой. Если продолжить тот же счет, число 20 даст букву «т», а это одна из самых частых согласных в английском языке, так что первое объяснение будто само просилось в руки. Казалось бы, перед нами самый простой вид шифра, где вместо букв поставлены их номера в алфавите, без перестановок, без хитрости, без особого искусства. Но тогда немедленно возникал другой вопрос, что означают нули, особенно если помнить, что в 3 местах они идут сразу по 4 подряд. Ни в одном английском слове, да и вряд ли в каком-нибудь иностранном, одна и та же буква не повторяется 4 раза подряд, поэтому обычной буквой 0 быть не мог. Я решил все же проверить самое простое предположение. Заменил цифры буквами по порядку английского алфавита, а нули оставил как есть, чтобы не приписывать им значение которого еще не понимал. На листе появилась цепочка разрозненных букв, среди которых угадывались знакомые сочетания, но ни одно не складывалось в слово, а весь ряд только сильнее раздражал своей почти осмысленной бессмыслицей. И что же, выглядит как послание или как издевательство над человеком, который слишком уверенно взялся за карандаш? Скорее второе, Маккарти, потому что теперь я не могу извлечь отсюда ничего полезного. Частота букв выглядит почти так, как должна выглядеть в нормальной английской фразе, но сами буквы упорно не дают смысла. Чаще всего выходит Е и Т, затем идут А, Н, И, Р, СИК. То есть все будто подтверждает, что мы имеем дело с настоящим текстом, только текст этот намеренно повернули к нам изнанкой. Можно было бы подумать о сложном переменном шифре, где одна и та же буква каждый раз получает новое обозначение, и такой шифр Хьюитт, вероятно, сумел бы прочесть. Но и это объяснение плохо подходит, потому что при переменных значениях букв обычно нарушается естественная частота их появления, а здесь соотношение подозрительно похоже на обычную английскую речь. Есть еще одна странность. Если считать нули вместе с остальными знаками, буквы идут группами по 8, и каждая такая группа отделена точкой-запятой. Невозможно представить, что все послание состоит из слов ровно по 8 букв каждая. Во всяком случае, я не могу поверить в такую фразу без крайней необходимости. Считать точку запятой отдельной буквой тоже невозможно. Слишком уж странно было бы, чтобы один знак появлялся с такой правильной, почти механической частотой. Между словами нет ни одного обычного промежутка, ни одного деления, ни одной из тех маленьких подсказок, за которые читатель тайных записей обычно цепляется, когда начинает работу. Нет, боюсь, пока мне придется сдаться, во всяком случае на сегодня, но я уверен, что такая вещь чрезвычайно заинтересует Хьюитта, если вы позволите мне показать ее ему. Строго говоря, это, пожалуй, не совсем по правилам, но я думаю, могу рискнуть и одолжить вам бумажку до завтра, если этого будет достаточно. Более того, если подумать, я даже буду вполне оправдан, ведь это может помочь установить личность пострадавшего, а на любой вопрос я отвечу, что показал вещь мистеру Мартину Хьюитту именно с этой целью. Только будьте осторожны с ней, Брэд. Такая полоска бумаги слишком мала, чтобы внушать доверие, и слишком любопытно, чтобы ее потеря можно было объяснить простым несчастным случаем. Разумеется, я буду осторожен, и если позволите, я взял бы не только полоску, но и сам ключ с конвертом, потому что никогда нельзя заранее сказать, что именно окажется важно для Хьюитта. Эти 3 вещи могут быть связаны между собой гораздо теснее, чем кажется, и, возможно, именно вместе они объяснят друг друга каким-нибудь способом, который нам пока даже не приходит в голову. Очень хорошо. Вот вам весь этот фокус целиком. Ключ, конверт и бумажка с цифрами – дело странное, спору нет, и я признаюсь,
Мне самому чертовски любопытно, что Хьюитт сумеет из него вытащить. Если он действительно найдет смысл в этих числах, я непременно захочу знать, как именно он это сделал, так что завтра вы зайдете ко мне снова и расскажете все без утайки. Я пообещал вернуться на следующий день, бережно убрал смятый конверт, маленький ключ и загадочную полоску с цифрами, а потом покинул больницу Святого Августина с чувством все более настойчивого беспокойства. После того урока Хьюитта, о котором я уже упоминал, я не раз развлекался чтением шифров, и газетные тайные объявления обычно сдавались мне после некоторого труда. Но эта записка была совсем другого рода. Она словно сохраняла внешность простого шифра только для того, чтобы обмануть того, кто слишком поспешит обрадоваться первому удобному объяснению. И если среди моих слушателей найдется человек, который гордится умением читать тайные записи, я посоветовал бы ему сперва попробовать свои силы на этом шифре, прежде чем идти дальше вместе с нами. Потому что именно в этой узкой полоске бумаги, спрятанной внутри ключа, уже лежала нить к делу, которое должно было соединить несчастного безымянного человека, пропавшие облигации и тень красного треугольника. Обстоятельства дела были не менее странными, чем сама запись, и чем больше я думал о них, тем меньше понимал, зачем все было устроено именно так. Если кто-то хотел отправить записку и ключ в закрытом конверте, зачем было тратить время на то, чтобы прятать записку внутри самого ключа? И особенно зачем было делать это тогда, когда записка уже написана таким трудным шифром, что даже случайно попав в чужие руки, она все равно оставалась бы почти бесполезной. Куда шел этот оборванный посыльный с загадочным пакетом? Кто отправил его? Почему поручение доверили именно такому человеку? И почему ключ оказался важнее обычного письма? С этими вопросами я добрался домой, все еще перебирая в уме то смятый конверт, то маленький ключ, то тонкую полоску бумаги с числами. К моему удивлению, Хьюитт уже вернулся раньше меня, и я прошел прямо в его кабинет, где застал его за письменным столом с большой лупой в руке. Перед ним лежал сломанный латунный висячий замок, и Хьюитт рассматривал его с таким вниманием, будто в каждой царапине на металле могло скрываться признание преступника. Я спросил, не помешаю ли ему, и действительно ли он сейчас занят тем самым делом о похищенных облигациях. Да, именно им, Брэд. И работа оказалась крепкой, очень крепкой. Сейчас я еще немного посмотрю на этот замок, а потом запрусь один и буду думать без всяких помех. Пока я не вижу входа в дело, ни одного настоящего входа. Все выглядит так, будто дверь передо мной есть, но ручку кто-то аккуратно снял. Он коротко кивнул на латунный замок, потом поднял глаза и заметил сверток в моей руке. «Но что это у вас? Вы принесли что-то свое, и, судя по вашему лицу, не просто газетную заметку о больничных коридорах». «Неважно, Хьюитт, вы и так заняты. Я наткнулся в больнице на одну странную вещь и подумал, что она может вас заинтересовать. Только и всего». «Очень хорошо. Тогда покажите ее сейчас. Я еще не начал свой поединок с размышлением, а до него несколько минут любопытства мне не повредят». Я положил перед ним на стол смятый конверт, маленький ключ и тонкую полоску с цифрами. Хьюитт бросил на них первый взгляд почти рассеянно, но уже через мгновение в его лице появилась настороженность, а рука сама потянулась к ключу. «Вот это любопытно!» Он поднял ключ, быстро осмотрел его с обеих сторон, потом вдруг придвинул к себе сломанный латунный замок и начал примерять ключ к скважине. В следующую секунду спокойствие Хьюитта исчезло так резко, что я невольно шагнул ближе к столу. «Брэд, ради всего живого, где вы это взяли?» Он вскочил с места, держа ключ в руке, и смотрел на меня с таким настоящим изумлением, какого я почти никогда не видел на его лице. «Это он, понимаете? Тот самый ключ, именно та вещь, которая мне нужна. Здесь у меня сломанный рычажный замок. И из всех предметов на свете я хотел найти только один, ключ, который подходит именно к нему. А вы спокойно входите в кабинет и кладете его мне под самый нос, будто принесли спички или утреннюю газету. Брэд, это уже почти сверхъестественно». Я рассказал ему всю историю, как неизвестного человека сбила лошадь мясника на Мургейт-стрит, как его доставили в больницу без сознания, и как в его сжатой руке нашли смятый конверт. Я объяснил, что внутри конверта лежал ключ, а в самом ключе была спрятана тонкая бумажная полоска с цифрами, и почему Маккарти разрешил мне показать все это Хьюитту. «Когда именно сбили этого человека?» «Думаю, где-то между часом и 2. Во всяком случае, в больницу его привезли задолго до 2. Хьюитт на мгновение уставился в пустоту,
и я видел, что его мысли уже бегут быстрее слов, соединяя мой рассказ с тем, что он сам видел в Сити. Брэд, кажется, вы спасли мою репутацию. Хотя, признаться, в таком отчаянном деле она едва ли могла сильно пострадать, потому что здесь почти ни за что было ухватиться. Я уже посоветовал привлечь полицию, и, возможно, даже отказался бы от той части дела, которая еще оставалась мне. Но теперь этот ключ должен вывести нас на правильный след. Понимаете, каждый такой патентный рычажный замок хоть немного отличается от всех остальных, и к нему подходит только собственный ключ, не похожий ни на один другой. И вот невероятная удача. Перед нами ключ именно от этого замка, а человек, который нес его, сейчас задержан самой судьбой в больнице. Я иду к нему немедленно. Когда вы уходили, он все еще был без сознания. Да, и Маккарти полагает, что в себя он придет не скоро, так что сейчас вы едва ли вытянете из него какие-нибудь объяснения. Но шифр, Хьюитт, вы ведь еще не посмотрели как следует на сам шифр. Шифр я изучу по дороге, насколько смогу, но сначала мне нужно увидеть человека, даже если он не скажет ни слова. Иногда молчащий человек сообщает больше, чем говорящий. Дайте мне записку к вашему Маккарти, чтобы он понял, кто я и почему прошу показать мне пострадавшего. Конечно, я сейчас напишу. Я сел за стол и быстро набросал несколько строк для Маккарти, чтобы представить Хьюитта и объяснить, что его интерес связан с личностью неизвестного пациента. Пока я писал, Хьюитт уже склонился над полоской с цифрами, и его глаза двигались по ней с той холодной быстротой, которая всегда означала не праздное любопытство, а настоящую работу ума. Этот шифр необыкновенный, Брэд, совершенно необыкновенный. Я вовсе не жду, что смогу прочесть его за время поездки в Кебы. Возможно, я не прочту его и за неделю, потому что человек, который его составил, обладал способностями куда выше среднего уровня. Я уже сделал все, что мог, и он полностью меня победил. Честно говоря, я принес его вам просто из любопытства, а ключ взял почти случайно, только потому, что решил не отделять вещи друг от друга. И если бы вы не взяли ключ, я, вероятно, отложил бы шифр до конца дела, счел бы его интересной сторонней загадкой и тем самым упустил бы всю нить. Вот вам еще один урок. Брэд, никогда не презирайте мелочи, которые кажутся лишними, потому что именно лишняя мелочь часто оказывается единственной настоящей дверью. Если вы уже изучали шифр, то наверняка кое-что заметили, но нет, об этом поговорим позже, и о самом деле тоже, если захотите. Сейчас я иду в больницу, а когда время позволит, расскажу вам все сначала, и тогда мы посмотрим, что именно скрывал этот маленький ключ. Я передал ему записку, и через минуту Хьюитт уже был готов к отъезду, унося с собой ключ, смятый конверт и полоску цифр, которые еще утром казались мне простой странностью из больничного происшествия. Теперь же стало ясно, что случайность привела меня не к отдельной загадке, а прямо к сердцу дела о похищенных облигациях. Вот как дело о похищенных облигациях было изложено Мартину Хьюитту тем утром, пока я находился в больнице Святого Августина, и как позднее я узнал его уже от самого Хьюитта. Признаться, меня немного удивило, когда Хьюитт сказал, что дело показалось ему настолько безнадежным, что он сам посоветовал привлечь полицию. По моему прежнему опыту все обычно происходило наоборот. Именно Хьюитта звали тогда, когда полиция уже исчерпала свои средства, часто слишком поздно, когда следы успевали остыть. Я не помнил ни одного случая, где порядок вещей переворачивался бы так странно, чтобы Хьюитт первым отступал и отдавал дело в руки официального расследования. Но вскоре стало ясно, что в том виде, в каком дело предстало перед ним сначала, возможными казались только такие меры, какие могла принять одна полиция, и почти никто другой. Фирма Кингсли, Белл и Долтон была старой брокерской конторой, давно известной в деловых кругах, хотя ее операции не были ни огромными, ни особенно заметными для широкой публики. Она вела устойчивое, почтенное дело в наборе офисов на верхних этажах большого здания на Брод-стрит, такого большого, что объявления конторы, сдаются, почти постоянно висело у главного входа. Клиентами фирмы были главным образом люди старого склада, осторожные вкладчики, которые не любили биржевых фейерверков и предпочитали иметь дело с конторой столь же спокойной, как они сами. Последний из Кингсли покинул фирму за несколько лет до этих событий и вскоре умер, так что теперь главным лицом конторы был мистер Роберт Стэнстед Белл, джентльмен лет 60. Кроме него в деле оставались два пассивных партнера из числа родственников, но единственным другим действующим партнером был мистер Кларенс Долтон.
молодой человек, совсем недавно получивший долю в фирме. Говорили также, что со временем он должен стать зятем мистера Белла, если дочь старого джентльмена, Лилиан, наконец выйдет за него замуж. Ровный привычный ход работы, к которому давно привыкли Кингсли, Белл и Долтон вместе со своими клерками, был внезапно разорван потерей настолько тяжелой, что она могла погубить все предприятие. Из сейфа исчезли облигации на сумму около 25 тысяч фунтов, и никто не мог сказать, ниоткуда именно они были взяты. Никогда это произошло. Именно это исчезновение стало причиной срочного вызова, который тем утром привел Хьюита в контору на Брод-стрит. Когда Хьюит прибыл на место, его сразу провели во внутренний кабинет, где мистер Белл ожидал его в таком волнении, что ему с трудом удавалось говорить последовательно. Старый джентльмен выглядел измученным, лицо его было бледно, пальцы беспокойно касались края стола, и в каждом движении чувствовался человек, который уже мысленно видит гибель дела всей своей жизни. Потеря случилась в такое время, мистер Хьюит, что я даже не знаю, сможем ли мы устоять, если имущество наших клиентов не будет найдено и возвращено. В последнее время нам пришлось выплатить большие суммы представителям умерших и вышедших из дела партнеров, а теперь еще и другие обстоятельства складываются так, что эта утрата становится страшнее самой своей суммы. 25 тысяч фунтов – уже огромный удар, но в нашем нынешнем положении он может оказаться не просто ударом, а банкротством фирмы. Поэтому я прошу вас, мистер Хьюит, сделайте все, что сможете, потому что от этого может зависеть не только моя репутация, но и судьба людей, доверивших нам свои деньги. Разумеется, мистер Белл, я сделаю все, что возможно, но прежде мне нужны точные обстоятельства, как можно яснее и спокойнее. Начнем с самого простого. Откуда именно были взяты облигации? Мистер Белл повернулся к огромному тяжелому сейфу, который скорее напоминал маленькую железную комнату, чем обычный шкаф для бумаг. Отсюда, мистер Хьюит, из этого сейфа, облигации хранились вместе с другими бумагами в одном из ящиков, вот в этом. Он указал на один из нескольких ящиков внутри сейфа, обыкновенный на вид ящик из тонкого листового железа, покрытый черным лаком, вроде тех, что часто называют ящиками для документов. Каждый такой ящик был заперт отдельно, как видите, и на каждом стоял патентный рычажно-висячий замок Триппа. Единственный ключ от этого замка хранился у меня, вместе с ключом от самого сейфа, и, насколько я знал, ни у кого другого доступа к нему быть не могло. Так перед Хьюитом впервые возник тот самый замок, сломанный латунный замок, к которому позднее в его кабинете неожиданно подошел ключ, принесенный мной из больницы. Но в тот момент Хьюит еще не знал о пострадавшем в Мургейт-стрит, о смятом конверте и о тонкой полоске бумаги с цифрами, спрятанной в стволе ключа. Перед ним была только старая брокерская контора, взволнованный мистер Белл, огромный сейф, пустое место среди ценных бумаг и замок которой, казалось, не желал объяснять ничего. Вижу, висячий замок был вскрыт грубо, не отмычкой и не тонким инструментом, а так, будто его просто решили сломать и добраться до ящика любой ценой. Да, но это сделал я сам сегодня утром, мистер Хьюит. Замок каким-то образом был заблокирован, ключ входил, но повернуть его было невозможно. Думаю, это сделали нарочно, чтобы задержать нас в следующий раз, когда понадобится открыть ящик, и в обычный день я, возможно, отложил бы это до более удобного времени. Но сегодня мне срочно понадобился список, который лежал в этом ящике, поэтому я решил не ждать и приказал взломать замок, хотя оказалось это труднее, чем можно было ожидать от такой небольшой вещи. И тогда вы обнаружили пропажу? Да, тогда я обнаружил потерю, хотя и это вышло почти случайно. Посмотрите сами, не все облигации исчезли, часть оставлена сверху, словно все по-прежнему на месте, а пространство под ними заполнено поддельными бумагами. Я даже не знаю, почему стал перебирать их, ведь нужный мне список лежал сверху, но все же перевернул пачку, и тогда увидел, что под верхними бумагами лежат пустые подложные листы. Мистер Белл не договорил, только беспомощно развел руками, и в этом жесте было больше отчаяния, чем в любом длинном объяснении. И это произошло сегодня утром. Примерно в половине 12-го мистер Хьюит, почти сразу после того, как я вышел из личной комнаты и решил заглянуть в ящик за нужным списком. А когда вы открывали этот ящик в последний раз до сегодняшнего утра? По меньшей мере дней 10 назад, я думаю, хотя даже тогда облигации уже могли исчезнуть, потому что я открывал ящик только ради того же списка и больше ничего не проверял.
Вы говорите, часть облигаций оставлена, а часть похищена. Я правильно понимаю, что взяли именно те бумаги, которые легко пустить в оборот, а оставили те, с которыми было бы трудно это сделать? Совершенно верно. Взяты именно те бумаги, которые можно было легче всего обратить в деньги, а более неудобные для сбыта остались на месте. Значит, вор хорошо понимал, с чем имеет дело, и это сразу делает положение крайне неприятным. Ведь если говорить даже о самом коротком сроке, облигации могли находиться у него почти 10 дней, а возможно и дольше, и за это время он вполне мог спокойно распорядиться ими. Человек, знающий такие бумаги, не стал бы медлить ни минуты. Он постарался бы превратить их в деньги или передать дальше, прежде чем кто-либо успеет поднять тревогу. Мистер Белл печально кивнул, и в этом кивке было молчаливое признание худшего. Да, к несчастью, это совершенно верно. Теперь расскажите мне еще немного о порядке доступа к сейфу. Вы сказали, что единственный ключ от замка на ящике хранится у вас, так же, как и ключ от самого сейфа. Значит, каждое утро вы лично открываете сейф, а вечером лично закрываете его. Именно так. И вы никогда не доверяете ключи кому-либо другому. Здесь нужно уточнить, ключ от сейфа находится на одной связке, а ключ от этого ящика на другой. Вторая связка, где находится ключ от ящика, всегда при мне в кармане, и ни одна душа, насколько я знаю, никогда к ней не прикасалась. А вот первую связку с наружным ключом от сейфа я иногда передаю партнеру или старшему клерку, мистеру Фостеру, если из сейфа нужно что-то достать, а я в это время занят. Хотя обычно, пока я нахожусь в конторе, дверь сейфа остается открытой, потому что без других ключей от внутренних ящиков и отделений все равно нельзя вынуть ничего, кроме книг. А эти внутренние ключи я держу отдельно, на своей личной связке, и именно поэтому мне казалось, что ценные бумаги защищены так надежно, как только возможно. Хьюитт слушал молча, не перебивая, и лишь время от времени переводил взгляд с мистера Белла на тяжелый сейф, на черный железный ящик и на сломанный замок. Снаружи все выглядело почти безупречно. Большой сейф, отдельный ящик, личная связка ключей, опытный хозяин фирмы и порядок которой годами не давал повода для сомнений. Но именно эта безупречность и делала дело таким тревожным, потому что если рассказ Белла был точен, вор должен был пройти сквозь несколько закрытых дверей, не оставив за собой обычного следа. А мог ли кто-нибудь, вообще кто угодно, получить доступ к вашей личной связке ключей хотя бы на короткое время? Например, чтобы снять восковой слепок с ключа от ящика с облигациями. Нет, совершенно невозможно, мистер Хьюитт, совершенно невозможно. Во всяком случае, здесь, в конторе, этого никак не могло случиться. Ага, здесь в конторе, значит невозможно. А где-нибудь еще? Нет, думаю, и где-нибудь еще тоже невозможно. На этот раз мистер Белл ответил уже не так быстро. Он задумался, словно впервые позволил себе посмотреть на вопрос не как на оскорбительное подозрение, а как на холодную необходимость. Дома у меня только семья, прислуга и несколько людей, которые бывают у нас по обычным домашним делам, но никто из них не должен был касаться моих ключей. Кто-нибудь из тех, кто бывает у вас дома, имеет доступ к этой комнате в конторе? Мистер Белл чуть вздрогнул, будто вопрос внезапно коснулся места, которое он сам еще не решался назвать. Нет, никто из домашних в контору не приходит, даже как посетитель, если не считать, конечно, моего младшего партнера, он бывает в этой комнате довольно часто. Очень хорошо. А не припомните ли вы, что когда-нибудь временно теряли ключи из виду, здесь или дома, пусть даже на несколько минут? Нет, мистер Хьюитт, не могу сказать, что помню нечто подобное, и думаю, что непременно вспомнил бы такую неосторожность. Он произнес это медленно, осторожно, будто проверял собственную память шаг за шагом, и чем дольше вспоминал, тем сильнее хотел убедить не только Хьюитта, но и самого себя. Понятно. А когда вы обнаружили пропажу, что сделали прежде всего? Рассказали партнеру, полагаю? Нет, он еще не знает об этом. Едва мистер Белл произнес эти слова, на его лице проступила новая бледность, не прежняя растерянность от потери денег, а другой страх, более личный и потому более тяжелый. Он вышел незадолго до того, как я обнаружил пропажу, и сегодня, насколько я понимаю, уже не вернется. Мартин Хьюитт заметил эту перемену. Конечно же заметил, но не выдал ни жестом, ни словом, что именно подумал в эту минуту.
Значит, партнеру вы не говорили. Полиции тоже. Нет, мистер Хьюитт, я не обращался в полицию. Понимаете, первое, что делает полиция, это старается поймать и наказать вора, а возвращение имущества для нее неизбежно становится уже второй задачей. Разумеется, это правильно с точки зрения закона и общества, но для меня сейчас главное – вернуть бумаги, потому что без них фирма может погибнуть. Накажите вора, конечно, пусть он получит все, что заслужил, но прежде спасите меня от разорения, мистер Хьюитт, именно поэтому я послал за вами. И еще потому, что счел разумным пока не поднимать шума, по крайней мере до тех пор, пока вы не успеете сделать первые шаги. В этом соображении есть смысл. Несомненно. Значит, о пропаже знаете только вы и я. Не совсем. Знает еще Фостер, мой старший клерк, старый и верный служащий нашей фирмы. Собственно, именно он и предложил позвать вас, и выразился очень убедительно, сказав, что вы можете действовать в моих интересах, тогда как полиция действует в интересах закона и общества. И, конечно, она поступает правильно, но сейчас мне нужно не только правосудие, мне нужно вернуть доверенное имущество. Хорошо, я понимаю. В наружной комнате у вас несколько клерков. Они когда-нибудь входят сюда сами. Никогда, если их не вызовут. А если бы вы и ваш партнер отсутствовали, и один из клерков вошел бы сюда без вызова, остальные заметили бы это? Безусловно, конечно, заметили бы. Я вижу. Из этого кабинета открываются еще 3 частные комнаты. Что это за помещение? Вот это первое, дополнительная внутренняя комната. Там я принимаю клиентов для личных разговоров. Кстати, сегодня утром я провел там с одним клиентом около получаса, как раз перед тем, как обнаружил пропажу. Следующая совсем маленькая, почти клетушка, там сидит и работает клерк, который ведет переписку. А третья побольше, ее делят между собой мой партнер мистер Кларенс Долтон и старший клерк мистер Фостер. Хьюитт внимательно осмотрел двери, словно уже расставлял в уме людей, маршруты и возможные минуты, когда кто-то мог оказаться там, где ему быть не следовало. Теперь дайте мне сломанный замок и ключ. Он взял латунный замок, повернул его в пальцах и сразу заметил следы грубого вскрытия. Вижу, переднюю пластину поддели отверткой. Если позволите, я возьму эту отвертку и сниму пластину полностью. Так будет проще понять, что именно произошло с замком. Конечно, мистер Хьюитт, делайте все, что сочтете нужным. Белл подал ему отвертку, и уже через несколько минут внутренность маленького замка лежала открытой перед сыщиком. Хьюитт изучал его очень внимательно, то подносил ближе к свету, то пробовал ключ на рычагах, то снова наклонялся над раскрытым механизмом. Теперь вопрос уже не сводился к тому, кто мог взять облигации. Перед Хьюиттом возникала более тонкая задача. Кто мог получить доступ к ключу? Кто мог знать устройство ящика и кто сумел задержать открытие так искусно, что пропажа могла оставаться незамеченной несколько дней? Наконец он выпрямился, отложил инструмент и посмотрел на мистера Белла с тем спокойным выражением, которое у него часто предшествовало совершенно неожиданному выводу. «Мистер Белл, вы ошиблись. Это вовсе не ваш замок». Не мой замок. Что вы хотите этим сказать, мистер Хьюитт? Я говорю вам, что этот замок висел на том ящике, и я сам его сегодня взломал. Да, он действительно висел на том ящике, и вы действительно взломали его сами, но при всем этом он все равно не ваш. Позвольте объяснить. Эти маленькие замки очень хороши. У них превосходный рычажный механизм, устроенный так, что открыть каждый замок может только правильно сделанный именно для него ключ. Как замки, они настолько хороши, что взламывать их отмычкой было бы пустой тратой времени, особенно учитывая их небольшой размер. Гораздо проще разломать их, как сделали вы, и как я, вероятно, сделал бы вдвое быстрее, просто потому что имею в этом немного больше опыта. Именно так и поступил с вашим замком человек, который похитил облигации. С моим замком. Но если этот замок не мой, значит, тот, что висел на ящике раньше, кто-то успел снять и унести. Ваш настоящий замок был взломан и унесен, мистер Белл, а на его место вор заранее приготовил другой, точно такой же марки и такого же размера. Он повесил этот второй замок на ящик, запер его собственным ключом и оставил все так, будто ящик по-прежнему защищен вашим замком. Так вот почему мой ключ не повернулся. Передо мной все это время был совершенно другой замок. Именно так.
Мистер Белл, перед вами был чужой исправный замок, закрытый другим ключом. Если не считать повреждений, которые мы с вами только что нанесли ему отверткой, он и сейчас был бы в полном порядке. Теперь обратите внимание на главное. Этот замок был закрыт другим ключом, и если человек, который это сделал, так умен, как я предполагаю, он немедленно избавился от этого ключа. Но, возможно, он все же не успел или не счел нужным это сделать, и тогда человек, у которого найдется этот ключ, будет нашим вором. Во всяком случае, ключ теперь становится той уликой, за которой мы должны охотиться. Попросим ваших служащих войти по одному и посмотрим их ключи. Некоторые, вероятно, уже ушли на ленч. Нет, я сказал, что они могут понадобиться, поэтому задержал их. Мне показалось, что вы захотите увидеть их до того, как они разойдутся. Предусмотрительно, но, пожалуй, не вполне разумно. Если среди них есть виновный, такая задержка могла подсказать ему, что опасность близко, а польза от осмотра все равно сомнительна. Ведь облигации и все связанные с ними следы могли покинуть эту контору много дней назад, и очень вероятно, что так оно и было. Но раз уж служащие здесь, мы все-таки посмотрим их ключи, а после этого пусть идут на ленч, когда пожелаете. Только позвольте мне говорить самому, иначе можно поднять лишнюю тревогу раньше времени. Сначала вызовите ближайших служащих, потом остальных, и когда каждый войдет, просто назовите его имя так, чтобы я услышал. Скажите примерно так. Мистер Браун или мистер Джонс, нет ли у вас при себе ключей? Моего имени не называйте, остальное я сделаю сам. И еще, прикройте дверь сейфа и заприте этот ящик в столе. Пусть все выглядит как обычная мелкая просьба, а не как начало допроса. Мистер Белл выполнил указание Хьюита, прикрыл тяжелую дверь сейфа, запер ящик стола и позвал из соседней комнаты старшего клерка, мистера Фостера. «Мистер Фостер, будьте добры, у вас нет при себе каких-нибудь ключей?» Да, мистер Фостер, я не уверен, что замок вполне исправен, но обещал мистеру Беллу открыть его, так что попробуем подобрать подходящий ключ. Мистер Фостер оказался стройным, подвижным пожилым джентльменом, посидевшим на службе фирмы, с тем аккуратным видом, который дают долгие годы конторской дисциплины. Он без малейшего колебания достал из кармана связку ключей и передал ее Хьюиту. Хьюит осматривал каждый ключ внимательно, но без явной подозрительности, словно действительно искал только подходящий ключ к небольшому непослушному замку. Нет, боюсь, ни один из этих не подойдет. Он вдруг остановился, словно заметил что-то требующее лучшего света, повернулся спиной к столу и поднес связку к окну. Погодите, этот ключ стоит проверить при лучшем свете, но нет, он тоже не подходит. Вернувшись к столу, он попробовал один из ключей, но тот бесполезно скользнул у замка и не дал никакого результата. Нет, мистер Фостер, боюсь, среди этих ключей нужного нет. Благодарю вас. У вас случайно нет при себе еще каких-нибудь ключей? Нет, сэр, это вся моя связка, других при мне нет. Фостер спокойно поклонился и вернулся в свою комнату, не показав ни удивления, ни тревоги, ни особого интереса к этой странной проверке. Следующим мистер Белл вызвал клерка по переписке, мистера Хеннинга. «Мистер Хеннинг, зайдите на минуту, пожалуйста. У вас нет при себе ключей?» Хеннинг был гораздо моложе старшего клерка, лет 26, бледный, голубоглазый, с жидкими бакенбардами и неровными усами, которые будто никак не хотели придать его лицу уверенности. Да, мистер Хеннинг, мы пробуем открыть один замок для мистера Белла. Возможно, среди ваших ключей найдется подходящий. Хеннинг также охотно достал свою связку, и Хьюит снова принялся за осмотр, внимательно, спокойно, без единого лишнего вопроса. Но и на этот раз проверка ничего не дала. Нет, здесь тоже нет нужного ключа. А кроме этих у вас, случайно ничего нет. Только ключ от пишущей машинки. Сэр, если он может понадобиться. Ключ от машинки тоже был показан, но он, разумеется, не подходил, и Хеннинг вскоре вышел так же спокойно, как вошел. На первый взгляд эта проверка не дала Хьюиту ничего, но я знал его достаточно хорошо, чтобы понимать. Иногда он искал не только предмет в руках человека, но и тень на лице в ту минуту, когда предмет просят показать. Затем вошел мистер Поттер, бухгалтер, круглый, плотный,
Одышливый человек с мягким лицом и той осторожной важностью, которая часто появляется у людей, годами сидящих над книгами и цифрами. Его ключи прошли такой же осмотр, только на этот раз Хьюитт задержался дольше, дважды отходил к окну и подносил связку к свету, будто хотел рассмотреть едва заметные следы на металле. Потом был мистер Робсон, молодой и щеголеватый, за ним мистер Кленси, постарше и куда менее аккуратный, затем еще 4 или 5 служащих из наружной конторы. Все они один за другим доставали ключи, все видели перед собой лишь вежливого незнакомца, который будто помогает мистеру Беллу с неисправным замком. И никто не знал, что в эти секунды его проверяют как возможного участника кражи. Но результат каждый раз был один и тот же. Ни один ключ не подошел, ни одно лицо не выдало явной тревоги. И вскоре всех клерков отпустили по очереди на ленч. Нет, мистер Белл, среди этих ключей нужного точно не было. Хотя, если говорить честно, моя маленькая попытка с самого начала была почти отчаянной. Человек должен быть последним глупцом, чтобы держать при себе такой ключ дольше необходимого, а тем более носить его на связке вместе с остальными ключами. И все же именно на таких глупостях попадаются 9 преступников из 10, потому проверить стоило, даже если надежда была слабой. Теперь позвольте мне как следует осмотреть сам ящик и все, что в нем осталось. Хьюитт вынул ящик из сейфа, поставил его на стол и стал медленно осматривать снаружи, особенно возле скобы, там, где висел подмененный замок. Либо вор был человеком опытным, либо перед делом тщательно потренировался на нескольких таких же замках, потому что здесь нет следов грубой работы. Ни одного случайного удара, ни одного соскользнувшего инструмента, ни одной царапины, которая выдала бы спешку или неуверенность руки. Но ведь грубый стук или что-нибудь резкое непременно услышали бы в таком месте, особенно в рабочие часы. В рабочие часы, да, но не будем забывать, что рабочие часы занимают только 7 или 8 часов из 24. Вы хотите сказать, что подозреваете ночное проникновение, настоящую кражу со взломом? Пока я, к сожалению, имею слишком мало оснований, чтобы подозревать что-то определенное, мистер Белл, но мы обязаны держать открытыми все возможности. Теперь посмотрим на подложные бумаги, которыми было заполнено место украденных облигаций. Он стал перебирать оставшиеся листы, развязывал те, которые были перевязаны, проверял края, поверхность, сгибы и всякую мелочь, которая обычному человеку показалась бы совершенно немой. Да, сделано очень аккуратно. Место заполнено обычной чистой бумагой, такой, какая, без сомнения, есть и в вашей конторе. Но в этом нет ничего особенного. Такая бумага лежит в каждой конторе. Каждый пищебумажный торговец продает ее пачками, и потому она не ведет нас никому. Никаких отметок, никаких старых газет, ни одного обрывка, который мог бы дать хотя бы тень настоящей подсказки. Он опустил последний лист обратно в ящик и повернулся к мистеру Беллу. «Мистер Белл, это дело продумано до последнего дюйма. В этой краже есть нечто похожее на гений, если, конечно, считать гением способность не лениться и доводить подготовку до конца. Мой совет – немедленно привлечь людей из Скотленд-Ярда». Вы хотите сказать, что ничего не можете сделать? В голосе мистера Белла прозвучало такое отчаяние, что даже сухие стены конторы, казалось, стали ближе и теснее. Не говорите мне этого, мистер Хьюитт, прошу вас, не говорите, что все потеряно. Нет, я не это имею в виду. Я говорю только, что пока у меня не будет времени очень тщательно обдумать все увиденное, я не могу честно сказать, что именно способен сделать и какой путь окажется лучшим. Но сейчас полиция должна знать о случившемся. Не потому, что я считаю, будто она увидит в этом деле дальше меня. Признаться, я так не думаю. Причина проще и серьезнее. Вор получает все большую фору с каждой минутой, а полиция обладает средствами, которых нет у меня. Она может получить ордера на обыск, остановить людей в портах и на вокзалах, задержать подозреваемых, проверить место, где частное лицо не имеет права действовать. Здесь может понадобиться десяток таких мер, и без официальной силы мы рискуем потерять не только вора, но и сами облигации. Пошлите в Скотленд-Ярд и попросите детектив-инспектора Пламера. Если он свободен, это один из лучших людей, которыми они располагают. Сообщите ему, что вы уже привлекли меня. А еще лучше, напишите записку для начальства Скотленд-Ярда и передайте ее мне. Я решу, отправлять ее сразу или немного задержать, после того, как обдумаю все, что увидел здесь. Значит,
вы все же не отказываетесь от дела. Нет, мистер Белл, я не отказываюсь. Сейчас я еще раз внимательно осмотрю всю контору. Затем вернусь к себе и проведу час или два в самой жесткой работе мысли над каждой мелочью. Кое-что я уже заметил, одну или две маленькие вещи, но предпочитаю пока не говорить о них, пока не пойму, как именно они связаны с остальным. Похоже, дело зашло так далеко, что обычный полицейский путь, сначала поймать вора, может оказаться самым разумным, если только это еще возможно. Но моя первая задача остается прежней. Следить прежде всего за возвращением облигаций, потому что именно это сейчас важнее всего для вас и вашей фирмы. И все-таки, мистер Белл, без полиции нам, вероятно, не обойтись. А теперь я осмотрю помещение целиком. С этими словами Хьюитт снова оглядел кабинет, но уже не как человек, который ищет один пропавший ключ или одну царапину на замке. Теперь он смотрел на комнату, как на место, где преступник должен был когда-то сделать шаг, повернуться, задержаться, открыть дверь, коснуться стола или хотя бы оставить после себя едва заметное нарушение порядка. После того, как Мартин Хьюитт поспешил в больницу Святого Августина с ключом, смятым конвертом и шифром, который я принес ему, я не слышал о нем ничего до самого вечера. Сумерки уже легли на город. Было около 6 часов, когда мне доставили телеграмму. Шифр прочитан. Дело крайне любопытное. Если можете уделить час, будьте у дома номер 120 на Брод-стрит в половине 7. Хьюитт. Между 8 и 9 мне нужно было быть в редакции, и чтобы успеть на встречу с Хьюиттом, я почти наверняка должен был пожертвовать обедом. Но мне особенно хотелось узнать, что означал этот шифр, и не меньше хотелось понять, каким образом его вообще удалось прочесть. Кроме того, я хорошо знал. Если Хьюитт называл дело любопытным, оно почти всегда оказывалось любопытнее большинства историй, которые люди рассказывают с нарочито таинственным видом. Поэтому я взял шляпу, вышел на улицу и остановил кэб. К месту встречи я прибыл первым, даже немного раньше назначенного времени. Дом номер 120 на Брод-стрит оказался большим новым зданием с конторами, и к этому часу почти все они, если не все, были уже закрыты. Об этом ясно говорила наполовину закрытая массивная входная дверь, у которой уборщица подметала ступени прямо под доской с объявлением, что офисные помещения сдаются. Я ждал почти четверть часа, всматриваясь то в уличный поток, то в темные окна верхних этажей, пока, наконец, у тротуара не остановился экипаж. Из него вышли Хьюитт и еще один пожилой джентльмен, бледный, взволнованный, с тем видом человека, который весь день прожил в страхе и все еще не позволил себе надеяться. Надеюсь, мы не заставили вас слишком долго ждать. Брэд, это мистер Белл из фирмы Кингсли, Белл и Долтон. Мне понадобилось немного больше времени, чем я рассчитывал, чтобы добраться до него. Контора уже закрыта, служащие разошлись, но мы ненадолго зажжем свет. Лифтер, я полагаю, тоже ушел, так что нас ждет хорошая прогулка по лестнице. Насчет лифтера Хьюитт оказался прав. Пока мы поднимались по длинной лестнице, он коротко рассказал мне о потере, которую понесла фирма мистера Белла, и теперь все, что утром казалось отдельными происшествиями, стало складываться в один тревожный узор. Я уже сказал мистеру Беллу, что именно вы случайно наткнулись на ключ таким странным образом. Когда я посылал вам телеграмму, я был уверен, что он охотно позволит вам увидеть итог этой необычной удачи. Да и вы, как я полагаю, сами не захотели бы пропустить развязку. Потому что дело, которое несколько часов назад казалось мне почти безнадежным, теперь, кажется, идет к исходу. И, что особенно важно, исход этот должен случиться здесь. Я спросил, удалось ли ему получить что-нибудь от человека в больнице. Не крупицы, Брэд. Он все еще без сознания. Я видел его одежду, и она многое рассказала мне о личных привычках этого джентльмена. Привычках, скажем мягко, не особенно благородных. Но больше она не сказала почти ничего, кроме того, что недавно он упал в грязь или был сбит в грязь. А это я уже знал от вас. Зато шифр сообщил мне кое-что, и я объясню это немного позже. К этому времени мы добрались до высокого этажа, где находились конторы фирмы. Мистер Белл, все еще полный тревожного ожидания, отпер наружную дверь, провел нас внутрь и включил свет. Пустая контора сразу показалась иной, чем днем. Без голосов клерков и шороха бумаг она будто стала слишком большой, слишком тихой и слишком готовой выдать то, что скрывала. А теперь, мистер Белл,
Покажите мне ваши вентиляционные отверстия». Мистер Белл удивленно посмотрел на него, но подчинился. Сначала он указал на несколько вентиляционных створок в верхних частях окон, однако Хьюита интересовали не они. В конторе имелись и другие вентиляционные ходы, сделанные в виде вертикальных металлических камер или шахт, окрашенных в тот же цвет, что и стены вокруг. Они поднимались от пола в углах и местах соединения стен, а сверху закрывались крышками, которые можно было поднимать или опускать. Именно эти шахты сразу привлекли внимание Хьюита. Он переходил от одной к другой, приподнимал крышки, ощупывал внутренние края рукой, потом брал трость и опускал ее вниз, проверяя глубину и все, что могло задержаться внутри. В каждой шахте, насколько можно было понять по звуку, на глубине 2 или 3 футов находилась проволочная решетка или перегородка. Мы слышали, как конец трости скребет по ней, сухо и глухо, и этот одинаковый звук повторялся снова и снова при каждом осмотре. Хьюит проверял один вентиляционный ход за другим во внешних и внутренних комнатах, не пропуская ни угла, ни темной щели, ни крышки, которая могла показаться слишком обыкновенной. Он осмотрел их все, но без результата. И хотя Хьюит ничего не сказал, я видел по его лицу, что он разочарован. Это было не раздражение человека, который ошибся, а разочарование мастера, который нашел правильное место, но не обнаружил там того предмета, которого почти наверняка ожидал. «Где-то должен быть еще один. Я в этом уверен». Он снова принялся за поиски, хотя было ясно, что все вентиляционные ходы в этих комнатах уже проверены, и теперь он лишь повторял осмотр с тем же отрицательным результатом. «Это вентиляция. Несомненно, дело должно быть связано с вентиляционным ходом, если только мы не ищем не в той комнате». Он оборвал фразу, задумался и несколько мгновений стоял молча, будто в уме его внезапно сместилась одна деталь, открыв совсем другой вид на все здание. «Ах, конечно, вот в чем дело. Мистер Белл, нам понадобится управляющая домом и свеча, или любой переносный свет. А теперь скажите, какая ближайшая пустая контора, ближайшее помещение, которое сдается, есть ли такое на этом этаже?» Кажется, нет, мистер Хьюит, но есть контора этажом ниже, прямо напротив лифта, и я каждый день вижу объявление на ее двери, когда поднимаюсь сюда. Тогда начнем с нее. Я прочищу каждый вентиляционный ход в этом великолепном дворце контор, прежде чем признаю себя побежденным. Позовите управляющую, здесь есть переговорная трубка. Скажите ей принести лампу и подняться к нам немедленно». Управляющая пришла с явным удивлением, держа в руке масляный фонарь ночного сторожа, и вскоре мы все спустились этажом ниже. Напротив лифта действительно была стеклянная дверь, но объявление о сдаче уже сорвали, и на стекле оставался только свежий след там, где еще недавно висела бумага. Но она уже сдана. «Да, сэр, сдана день или 2 назад некоему мистеру Каттертону Ханту, вернее, насколько я понимаю, был внесен задаток». «Однако эта дверь не заперта». Хьюит осторожно толкнул дверь ладонью, и она без всякого сопротивления открылась внутрь, словно ее нарочно оставили незапертой. «Думаю, мы позволим себе войти в новые конторы мистера Каттертона Ханта. Тем более они совершенно пусты и, судя по всему, он еще не вступил во владение. Ну что ж, теперь вентиляционные ходы». Помещение оказалось небольшим. Одна наружная комната умеренного размера и еще одна внутренняя, гораздо теснее. Хьюит сразу принялся за вентиляцию в большой комнате. Там было 2 хода, но от каждого он отходил разочарованным. Оставался только один вентиляционный ход в маленькой внутренней комнате. Хьюит приподнял крышку, она находилась примерно на уровне его глаз, просунул руку внутрь и в следующую секунду вытащил наружу сверток сложенных бумаг. Он снова опустил руку в темный металлический ход и достал 2-й сверток. Потом сделал это еще раз, и на стол легли новые бумаги. Боже мой, это они. Неужели это действительно мои бумаги? Мистер Хьюит, ради бога, дайте мне взглянуть. Мистер Белл бросился к первому свертку почти так же жадно, как собака бросается на кость, и теперь хватал каждую новую пачку с такой дрожащей поспешностью, что бумаги шуршали в его руках. Хьюит еще раз прошелся тростью по решетке внутри хода, послушал сухой металлический скрежет и, наконец, объявил, что там больше ничего нет. «Это все, мистер Белл. Проверьте спокойно, не торопясь, потому что сейчас нам важно знать не почти точно, а совершенно точно».
Мистер Белл дрожащими пальцами переходил от бумаги к бумаге, сверял названия, номера, знаки и, наконец, поднял лицо, все еще бледное, но уже освещенное первой настоящей надеждой. Да, кажется, это действительно все, но я могу проверить по списку наверху, если вы уверены, что внутри больше ничего не осталось. Больше ничего. Я снова достал до решетки, и если там что-то еще лежало бы, трость непременно задела бы край бумаги. Он снова потряс тростью внутри вентиляционного хода, и глухой стук по решетке подтвердил его слова. Разумеется, поднимемся наверх и проверим. Мы отпустили озадаченную управляющую и вернулись в контору этажом выше. Через несколько минут мистер Белл, уже немного оправившийся от потрясения и теперь говоривший сбивчивыми словами благодарности, сообщил, что облигации верны и полны до последней бумаги. Все на месте, мистер Хьюитт, все до последнего листа. Я не знаю, как благодарить вас. Я просто не знаю, что сказать. Очень хорошо. Значит, моя часть дела здесь в сущности закончена. Хотя должен признать, мне сильно повезло. Вернее, это Бретту повезло за меня. Потому что без его странной находки я мог бы еще долго смотреть не в ту сторону. Но теперь должна вступить полиция. Думаю, мистер Белл, когда мы уйдем отсюда, нам следует отправиться в Скотленд-Ярд. Они наверняка захотят повидать мистера Катертона Ханта, кем бы он ни оказался, а также одного человека из вашей конторы, если я не слишком ошибаюсь. Кого вы имеете в виду, мистер Хьюитт? Неужели вы хотите сказать, что кто-то из моих людей был связан с этим делом? Вопрос вырвался у мистера Белла почти шепотом, но в этом шепоте было больше ужаса, чем в громком крике. Вот здесь вы, возможно, поможете указать точнее. Хьюитт достал ту самую маленькую полоску бумаги с шифром и положил ее перед мистером Беллом. Посмотрите на эти цифры. Вы узнаете, чей это почерк. Они очень мелкие, чрезвычайно мелкие. Мистер Белл надел очки, наклонился над полоской и долго всматривался в крошечные знаки, будто боялся увидеть ответ, который уже начал угадывать. Но мне кажется, да, это право, похоже на почерк Хеннинга. Вот как Хеннинга. Это любопытно, потому что одна или две другие мелочи уже заставляли меня смотреть именно в его сторону. Хеннинг, если я правильно помню, ваш клерк по переписке, и эта тонкая полоска, по-моему, является образцом бумаги для вашей пишущей машинки. Есть ли у вас его цифры, написанные от руки, чтобы можно было сравнить? Нет, боюсь, сейчас я едва ли найду что-нибудь подходящее. Понимаете, письма он печатает на машинке, и хотя я хорошо знаю его почерк, в эту минуту не могу сразу положить руку на лист, где были бы именно его цифры. Хьюитт молча кивнул, словно этот ответ был не препятствием, а еще одной деталью в цепи, которая и без того становилась все плотнее. Теперь в пустой вечерней конторе уже не было прежней неопределенности. Облигации лежали на столе, найденный там, где никто из нас не подумал бы искать без разгаданного шифра. А имя Хеннинга впервые прозвучало не просто как имя бледного клерка с жидкими усами, а как тень человека, который, возможно, помог преступлению войти в эту комнату и выйти из нее почти без следа. Неважно. Это уже скорее вопрос любопытства. Полиция завтра утром задаст ему свои вопросы и, думаю, задаст довольно настойчиво. А я полагаю, что произошло вот что. Наш приятель Хеннинг, если, конечно, это действительно он, имеет снаружи сообщника, гораздо более умного, чем он сам, хотя и Хеннинг, судя по всему, не лишен хитрости. Вдвоем они решили ограбить вас именно тем способом, который мы теперь видим, но ограбить временно, то есть спрятать облигации здесь же до удобного момента. Хеннинг должен был воспользоваться своим положением в маленькой внутренней комнате и добраться до сейфа в тот день, когда он окажется открытым. Лучший момент наступал тогда, когда вы находились в своей личной комнате с клиентом, а сам сейф оставался без непосредственного присмотра. Ему заранее дали запасной патентный замок с ключом, точно такого же типа, как те, которыми вы запирали черный ящик с облигациями. А сообщник, надо полагать, заранее научил его вскрывать именно такие замки, тренируя на нескольких таких же образцах, пока движение не стало достаточно уверенным. Сегодня утром Хеннинг получил свой случай. Только сегодня утром. Думаю, именно сегодня. Иначе мы бы никогда не вернули эти облигации и, скорее всего, даже не услышали бы о них снова. Вы, кажется, говорили, что сегодня утром были заняты с клиентом около получаса. Да,
примерно с половины 11 до 11. Вот это и был его шанс, и он им воспользовался. Он вскрыл ваш настоящий замок, вынул облигации, заменил их подложными бумагами, которые заранее приготовил у себя в столе, а затем снова запер ящик уже новым замком. Тем временем человек под именем Катертон Хант внес задаток за пустую контору этажом ниже, ближайшее свободное помещение к вашим офисам. Разумеется, ключ от нее он не получил бы, пока аренда не была окончательно оформлена, а этого он, конечно, вовсе не собирался допускать. Но ему было нетрудно устроить так, чтобы дверь день или два оставалась незапертой под каким-нибудь удобным предлогом. Например, будто нужно осмотреть помещение для отделки или расстановки мебели. Объявление о сдаче сняли, и поэтому новых любопытных посетителей и возможных арендаторов временно отводили от этой двери. После кражи Хеннинг должен был при первой возможности перенести облигации в пустую контору. Скорее всего, он делал это частями и мог почти без труда пройти с бумагами у вас под носом, ведь вы еще не знали, что они пропали. Там он должен был спрятать добычу, там, где окажется удобнее. В камине, под половицами или в вентиляционном ходе. Вентиляционный ход оказался самым удобным, и теперь мы знаем, почему я так упорно искал именно там. После этого Хеннинг должен был известить сообщника, что кража выполнена, чтобы Хант явился и спокойно забрал добычу. Само сообщение они придумали весьма искусно, потому что для непосвященного человека ключ был просто ключом, а для сообщника он означал: «Дело сделано, добыча ждет, можно приходить». Хант должен был держать на улице какого-нибудь человека наготове, простого посыльного, который не понимал бы настоящего смысла поручения. Как только Хеннинг смог бы выйти из конторы, скажем, на ленч, он должен был передать через этого человека ключ. Тот самый ключ, которым он запер новый замок на черном ящике. Видите преимущество такой простой схемы? Во-первых, ключ, то есть важная улика, исчезает безопасным и надежным образом. Это куда лучше, чем просто выбросить его возле здания или где-нибудь неподалеку, где его могли бы найти слишком рано и связать с делом. Во-вторых, само сообщение остается совершенно тайным. Посыльный никогда не догадался бы, что означает этот ключ, и любой посторонний человек тоже не понял бы в нем ничего, если не посвящен в договоренность, и при этом ключ сообщал все, что нужно. Кража совершена. Приходите и забирайте добычу. Хьюитт говорил спокойно, почти сухо, но в его словах постепенно оживала вся картина преступления, и пустая контора уже будто наполнялась чужими шагами, торопливыми руками и продуманными движениями. Но затем произошло то, чего они не предусмотрели. Едва облигации были украдены и спрятаны, вы подошли к ящику, обнаружили, что с замком что-то не так, взломали его и нашли пропажу. Именно этого они боялись, потому что рассчитывали, что ящик не откроют до тех пор, пока облигации не будут благополучно вынесены из здания. Более того, вы послали за мной, служащих задержали и не отпустили на ленч. Вокруг дела сразу возникло движение, которое могло испортить весь план. Хеннинг испугался, и, по всей вероятности, именно этот страх заставил его нарушить первоначальный простой план. Теперь ему нужно было отправить не один условный ключ, а срочное зашифрованное предупреждение. Для этого он использовал шифр, о котором они, очевидно, договорились заранее, и должен сказать, это самый хитроумный шифр из всех, что я когда-либо видел примененными для такой цели. Он не хотел делать послание заметнее, чем необходимо, поэтому написал его на крошечном клочке бумаги и свернул внутрь ключа. Вероятно, это тоже было заранее условленным способом на случай особой опасности. Затем ключ положили в конверт, уже для большей защиты самого шифра, и когда Хеннинга наконец отпустили на ленч, посыльный получил пакет. Что случилось с этим посланием дальше, мы уже знаем. Он коснулся пальцем смятого конверта и маленького ключа, которые теперь лежали на столе рядом с найденными облигациями. Оно не дошло до того, кому предназначалось, потому что человек с улицы попал под лошадь в Мургейт-стрит и оказался в больнице Святого Августина. А затем, благодаря вашей случайной встрече с доктором Маккарти, Брэд, этот ключ оказался у меня на столе ровно в тот момент, когда я больше всего нуждался именно в нем. Но что было в самом срочном сообщении? Что именно хотел сказать Хеннинг своему сообщнику? Мистер Белл говорил с трудом, потому что теперь, когда облигации были возвращены,
Ужас разорения начал уступать место другому страху. Страху перед тем, что преступление совершил человек из его собственного дома. Смысл был прост. Опасность. Кража раскрыта. Не приходите обычным способом или действуйте немедленно. Точные слова шифра мы сейчас разберем, но практический смысл я уже понял достаточно ясно. Именно он и направил меня к вентиляционным ходам и к пустой конторе этажом ниже. Так объяснение Хьюита сомкнуло все в одну линию. Сломанный замок, подложные бумаги, странную аренду пустого офиса, безымянного посыльного, больничный конверт и цифры на узкой полоске. То, что утром казалось цепью случайностей, теперь выглядело как тщательно построенный механизм, и только один случайный удар копыта по мостовой нарушил его работу. Теперь я не стану утомлять вас подробным рассказом о каждом способе, которым пытался подступиться к этому шифру. Я пойду самым коротким путем, сразу к настоящему объяснению, потому что именно оно здесь важно, а не все мои промежуточные ошибки. Очень беглый осмотр показывает, в записи нет числа выше 23. Значит, числа вполне могут обозначать буквы английского алфавита. Если принять обычный порядок, где 1 – это А, 2 – это Б, 3 – это С и так далее, частота знаков начинает выглядеть вполне естественно. Числа, которые встречаются чаще всего, дают буквы вроде Е и Т, а это как раз те буквы, которые часто повторяются в английском тексте. Тут я передал Хьюиту листок, который исписал еще в больнице, когда пытался заменить цифры буквами по самому простому правилу. На листе стояли отдельные буквы, группами, через промежутки, и весь ряд выглядел почти разумно, но все равно не давал ни одного настоящего слова. Вот именно, Брэд. Если бы на этом все и заканчивалось, шифр был бы детской игрушкой. Но посмотрите, буквы стоят перед нами, частота у них почти нормальная, а смысла все равно нет, будто кто-то оставил правильные кирпичи, но нарочно построил из них глухую стену. Если предположить, что эти буквы означают какие-то другие буквы, тогда вся частотная логика ломается, и мы снова остаемся без опоры. Признаюсь, эта штука долго меня мучила, но потом я заметил особенность, которую нельзя было считать случайной. Цифры были разбиты не просто на группы, а на 8 групп по 8 знаков в каждой, 8 на 8, всего 64 клетки. Я посмотрел на него с недоверием, потому что ответ был неожиданным и странно простым. Шахматная доска. Именно, Брэд, шахматная доска. 8 клеток в одну сторону, 8 в другую, всего 64. Я начертил грубую шахматную доску и разложил на ней получившиеся буквы в том порядке, в каком они стояли в записке. Сначала я пробовал читать их разными способами. Слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по диагонали, как ходят разные шахматные фигуры. Я проверил направление ладьи, слона, ферзя, короля, но ничего не вышло. Буквы по-прежнему оставались бессмысленными. И тогда оставался только один особенный шахматный ход. Ход конем. Да, ход конем. Тот самый странный ход, когда фигура идет не прямо и не по диагонали, а словно делает угловой скачок через доску. Одна клетка в сторону и затем наискось. Или, если сказать проще, прыжок на ближайшую клетку другого цвета через одну. Я попробовал читать буквы именно этим ходом. Он сделал короткую паузу, и в пустой конторе эта пауза прозвучала сильнее любого восклицания. И тогда шифр открылся. Я начал с левого верхнего угла, как обычно начинают читать книгу, и сперва попробовал идти ходами вниз, от первой буквы к тем, которые могли продолжить путь конем. Сначала это ни к чему не привело. Буквы складывались в обрывки без смысла, и я уже понял, что простой порядок здесь не поможет. Тогда я попробовал другой возможный ход. Перескочил к букве во второй строке, затем снова вверх, снова вниз, и вдруг увидел нечто похожее на начало настоящего слова. Появились буквы, которые могли дать «ид». Затем рядом сложилось слово «хир», то есть «здесь». И в этот момент я понял, что шахматная догадка была верной. Он говорил без торжества, но я видел по его глазам, что именно этот миг, миг первого живого слова среди мертвых букв, и был для него настоящим поворотом. После этого я вернулся назад, проверил другой путь тем же ходом коня, и там постепенно прочел собственное имя – Хьюит. Так у меня уже были два важных слова – Хьюит и здесь, а значит, послание было не отвлеченной запиской и не старым условным знаком. Оно было написано сегодня, в спешке,
Человеком, который знал, что я нахожусь в деле и боялся именно моего присутствия. Этого было достаточно, чтобы даже мистер Белл, еще недавно смотревший на шифр как на пустую вереницу цифр, теперь невольно наклонился ближе к столу. Дальше я не стану проводить вас через каждый скачок по клеткам. Теперь сам принцип уже ясен. Полное сообщение начиналось не там, где я сначала искал, а с правого верхнего угла доски, и читалось все тем же ходом коня. Нули, как я понял, вообще ничего не значили. Они были вставлены только для того, чтобы заполнить пустые клетки и удержать остальные буквы на нужных местах. Когда я отбросил эти нули и прочел буквы в правильном порядке, получилось короткое, сжатое, тревожное сообщение. В нем говорилось примерно следующее. Добыча в вентиляции. Пропажа обнаружена. Забирайте немедленно. Мартин Хьюитт здесь. Боюсь слежки. Так вот, почему вы сразу потребовали показать вентиляционные ходы? Вы уже знали, что шифр указывает именно туда. Мистер Белл произнес это почти без голоса, и теперь в его лице было не удивление, а запоздалое понимание того, как близко все это время лежало спасение его фирмы. Именно так, мистер Белл. Шифр указывал не просто на опасность, а на конкретное место, где была спрятана добыча. Рядом стояли слова о том, что пропажа обнаружена, затем приказ немедленно забрать бумаги, а дальше предупреждение. Хьюитт здесь. Есть опасность наблюдения. После этого смысл уже не оставлял сомнений. Облигации спрятаны в вентиляционном ходе, и искать нужно было именно там. Вот к чему привело чтение этой маленькой полоски, и вот почему наше вечернее приключение закончилось в пустой конторе этажом ниже. Теперь весь путь стал понятен. Цифры были не просто цифрами, буквы были не просто буквами, а шахматная доска оказалась картой, по которой тайное сообщение должно было пройти незаметно для чужих глаз. Конечно, сообщник Хеннинга не стал бы мучиться, так как пришлось мучиться мне. У них заранее был условленный порядок ходов, а значит, каждый из заговорщиков держал у себя или в памяти, или на бумаге такую же сетку из 64 клеток. На этой сетке клетки были пронумерованы в порядке движения коня. Первая клетка давала первую букву, вторая, вторую, третья, третью и так до конца. Имея перед глазами такую схему, можно было и написать и прочесть этот необычный шифр довольно быстро. Но для постороннего человека он выглядел почти безнадежным, потому что все обычные правила чистоты букв только подталкивали к первой половине решения, а потом намеренно заводили в тупик. Я снова посмотрел на маленькую полоску бумаги, и теперь она казалась мне уже не случайной странностью, а тонким, опасным инструментом. В ней было все. Место тайника, срочность, страх, имя Хьюитта и отчаянная попытка предупредить человека, который должен был унести облигации, прежде чем ловушка захлопнется. Значит, если бы этот посыльный не попал под лошадь, Хант получил бы ключ и предупреждение, пришел бы сюда, вынул бумаги из вентиляции и исчез. Именно так, мистер Белл, и тогда мы с вами, вероятно, рассуждали бы уже не о возвращении облигаций, а о том, через какой порт или вокзал их успели вывести. Но случай вмешался раньше преступников, а Брэд, сам того не подозревая, принес нам то самое послание, которое, дойдя оно до адресата, погубило бы все наши шансы. Теперь облигации возвращены, шифр прочитан, тайник найден, но это еще не конец дела, потому что бумаги мы спасли, а люди, которые все устроили, пока остаются на свободе. А значит, господа, теперь пора в Скотленд-Ярд. Пусть полиция займется тем, что может сделать только она. Поздно вечером следующего дня мы узнали, что Хеннинг в конторе так и не появился. Вероятно, накануне вечером Хеннинг все же встретился со своим сообщником, и когда понял, что отправленное предупреждение до адресата не дошло, решил, что дело сорвалось и исчез, прежде чем полиция успеет положить руку ему на плечо. Сообщник же, тот самый Хант, явился рано утром, как и следовало ожидать, но и ему удалось уйти. Лучше всего рассказать об этом словами самого Пламера, который зашел к Хьюитту после полудня и сообщил подробности с досадой человека, у которого добыча уже была почти в руках. «Я отправился туда утром, мистер Хьюитт, как и говорил вчера вечером, взял с собой хорошего человека, надежного, не из тех, кто шумит раньше времени. Мы взяли подложные бумаги, те самые, которыми был набит ящик мистера Белла вместо настоящих облигаций, и положили их в вентиляционный ход на то место, где раньше лежали настоящие бумаги. Понимаете,
Против Катертона Ханта у нас пока не было ничего вполне законного. Ничего такого, чтобы спокойно взять его за ворот и сказать: «Вот наш человек». Но если бы мы поймали его с этими подложными бумагами в руках, это могло бы помочь, особенно вместе с другими уликами, которые удалось бы собрать позже. А уж если бы еще удалось взять Хеннинга, тогда обвинение в заговоре с целью кражи стояло бы куда крепче. Так вот, все пошло почти правильно, но он явился слишком быстро, буквально налетел на нас раньше, чем мы успели окончательно расставиться. Подложные бумаги уже лежали на месте. Я стоял перед дверью и объяснял своему человеку, где ему лучше спрятаться и какой угол будет самым удобным для наблюдения. И вдруг прямо передо мной поднимается лифт, а в нем стоит джентльмен, чисто выбритый, спокойный, с видом человека, который всего лишь приехал по своему делу. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня, и в первую секунду у меня мелькнула только смутная мысль, что где-то я, возможно, уже видел это лицо. Но вот у него, кажется, мысль была куда яснее моей. Едва лифт остановился и дверцу еще даже не успели открыть, он быстро сказал лифтеру: «Вниз обратно, я кое-что забыл». И лифт тут же пошел вниз. Поймите, в тот миг я еще не знал, что это именно тот человек, которого мы ждем. Я видел перед собой только незнакомого джентльмена, возможно, знакомого, но не настолько, чтобы сразу схватить его. Но когда лифт начал опускаться, и мои глаза все еще держали его лицо, я вдруг понял, кто передо мной. Когда он стоял прямо, я видел только смутное сходство, но в тот короткий миг, когда кабина уходила вниз, и нижняя часть его лица скрылась за краем шахты, все стало ясно. Именно та часть лица была изменена, где раньше у него была борода. Он сбрил ее, мистер Хьюитт, но остальное лицо, линия глаз, верхняя часть головы, выражение – все вдруг сложилось в одно имя. Это был Майет. Майет, боже правый, значит, за этим делом стоял не просто ловкий мошенник, а тот самый человек, которого мы потеряли после смерти Джейкоба Мейсона. Эверард Майет, мистер Хьюитт, тот самый человек, который убил мистера Джейкоба Мейсона. Эверард Майет готов поставить 1000 против 1, только без бороды, и мы снова его упустили. Пламмер сжал губы, и по его лицу было видно, как мучительно ему произносить эти слова. Особенно после того, как опасный человек оказался так близко. А что мы могли сделать? Мы крикнули, бросились вниз по лестнице, но этим все и ограничилось. Когда мы добрались донизу, его, разумеется, уже не было. Мы расспросили швейцара внизу, и тот сказал, что мистер Катертон Хант только что спустился в лифте и поспешно вышел из здания. Так имя Ханта исчезло почти так же быстро, как появилось, а за ним проступило куда более опасное имя, уже знакомое нам по смерти Джейкоба Мейсона и бегству Эверарда Майета. Дело о ключе и облигациях внезапно оказалось не просто ловкой кражей, а новой дверью в ту же темную сеть, где красный треугольник оставлял свои следы. Значит, Майет сам пришел за бумагами. Да, и это многое объясняет, потому что Хеннинг мог быть полезным человеком внутри конторы, но такой шифр, такая подмена замка, такая осторожная аренда пустого помещения – все это больше похоже на работу головы Майета. И все же он испугался вас раньше, чем вы узнали его. Вот именно. И это злит меня больше всего. Он успел понять меня на полсекунды раньше, чем я понял его. Хьюитт некоторое время молчал, и я видел, что для него эта неудача была не просто полицейской досадой. Майет снова оказался рядом, почти на расстоянии вытянутой руки, и снова растворился в лондонском движении, как человек, привыкший жить между именами, лицами и чужими дверями. Что ж, Пламмер, на этот раз он ушел, но теперь мы знаем больше, чем знали вчера. Мы знаем, что Хант – это Майет, знаем, что он лично связан с делом об облигациях, и знаем, что красный треугольник снова показал себя не случайным знаком, а действующей силой. Верно, мистер Хьюитт, только легче от этого не становится. Пока мы знаем, кто был перед нами, он уже знает, что мы знаем, и теперь искать его будет труднее вдвойне. На этом Пламмер закончил свой рассказ, и в комнате на короткое время наступила та тяжелая тишина, которая приходит после почти удавшейся поимки. Облигации были спасены, мистер Белл избежал разорения, шифр был разгадан, тайник найден,
но человек, стоявший за всем этим, снова ускользнул. И в этой незавершенности чувствовалась настоящая угроза, потому что Эверард Майет был не просто беглецом. Он был живым продолжением дела Джейкоба Мейсона, и теперь становилось ясно, что каждая новая ниточка красного треугольника ведет не к случайным преступникам, а к одному и тому же холодному уму.